я беру одну крупную луковицу и нарезаю ее кубиком. Затем возьмем 2 небольшие моркови или одну крупную и порежем тонкими кружками или полукружками. Кастрюлю, в которой я буду готовить, ставлю на огонь. Добавляю 2 столовых ложки рафинированного растительного масла или пару ложек свиного жира. Отправляю сюда лук и морковь. И помешивая, пассерую их. Затем я возьму 370 граммов говядины. Она у меня вот такая в кусочках, но я ее порежу еще мельче, чтобы кусочки были совсем небольшими. Когда овощи начали зарумяниваться, высыпаю сюда порезанное мясо. Снова перемешиваем. Когда мясо прихватилось, побелело или начало слегка обжариваться, я добавляю сюда столовую ложку сладкой молотой паприки и хорошую щепотку черного молотого перца. Хорошо перемешиваю эту ароматную композицию и заливаю кипятком овощи и мясо так, чтобы он почти полностью их покрывал. Накрываю кастрюлю крышкой, уменьшаю огонь до небольшого и оставляю блюдо тушиться. 800 граммов картофеля нарезаю кубиком, при этом достаточно мелко, чтобы сторона этого кубика была примерно 1 сантиметр. Вот так. Картошку будем отправлять в кастрюлю тогда, когда говядина станет совсем мягкой. Сколько на приготовление говядины уходит времени, точно не скажешь. Это бывает по-разному и зависит от самой говядины. Теперь мы все посолим по вкусу. Я добавляю полную чайную ложку соли. И добавим приправы, как у меня, ваши любимые приправы или готовые приправы для гуляша. Я кладу 2 горошины черного перца, 2 горошины душистого перца, пол чайной ложки сухого чеснока, чайную ложку сухого майорана и 1 лавровый лист. И снова все заливаем горячей водой или кипятком. Количество воды такое, чтобы она покрыла продукты. Накрываем крышкой и варим до полной готовности картошки. Когда картошка полностью сварилась и, можно сказать, даже начала развариваться, только тогда и не раньше можно и нужно добавить пюре из томатов 100 граммов. Вместо такого пюре можно измельчить 1 крупный помидор. И также на этом этапе я добавляю 1 чайную ложку сухого укропа. Можно, конечно, использовать свежий. Перемешиваем эту вкуснятину. Оставляем вариться еще на 5 минут под крышкой. Этот суп получается очень вкусным и очень сытным. А из-за того, что он такой вот густой, его подают и как первое, и как второе блюдо. Если вы еще не готовили так, готовьте с удовольствием эту вкуснятину. И не забудьте подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк под видео, пишите ваше мнение в комментариях. А главное, я желаю вам здоровья, радости и мирного неба над головой. До встречи, как обычно, в следующем вкусном видео.